Привет всем, с вами снова Ренат, а это значит, что вы находитесь в моем маленьком, но очень уютном саду 28 мая 2020 года. Вчера я вас познакомил с техникой нормирования яблони урожаем. Сегодня у нас не менее интересное видео, которое должно заинтересовать многих садоводов-любителей, ибо после просмотра данного видео у вас, я думаю, не возникнут проблемы с вредителями и насекомыми, которые живут в вашем саду. Обилие тли на плодовых деревьях в этом году бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, поэтому сегодня мы будем избавляться от тли и от других насекомых вредителей с помощью инсектицида последнего поколения, который называется Valium Flexi. Будем мы работать в паре с фунгицидом, старым добрым Скором. Надеюсь, эта смесь фунгицида и инсектицида позволит защитить наши плодовые деревья от всяких напастей, включая, конечно же, тлю. Итак, сегодня мы обрабатываем фунгицидом Дискор, вот он, 2 мл, это на 10 литров воды. А это наш инсектицид Valium Flexi, здесь 10 мл, на 10 литров воды требуется 5 мл, 1 чайная ложка. Препарат эффективно борется с различными видами вредителей. Это чешуекрылые, это гусеницы, жесткокрылые, это жуки, включая колорадского. Конечно же, нас интересует в первую очередь тля. Он эффективен против сосущих, включая тлю. Двукрылых – это мошки, ну и почвенных – это правовочник и хрущ. Период действия препарата до 21 дня, при почвенном внесении до 60 дней. У данного инсектицида нет температурной зависимости, он не смывается дождем, и даже если, обработав, через час пошел дождь, это ему не повредит. Сказать, что у меня много тли, это, конечно, неправильно. Тли у меня немного, но вот сейчас, последние 3-4 дня, она снова стала поднимать голову. Ну вот давайте посмотрим на примере карельковой яблони. Ну, вроде бы тли нету, но вот на верхнем листочке уже другая карельковая яблоня. Совершенно нету никаких признаков тли, ни других вредителей. Но на самом верху, смотрите, это тля. А вот абрикос. Вы не поверите, но я его в этом году ни разу не обрабатывал. Ни от тли, ни от других вредителей, ни от манилиоза. Потому что у меня в саду плодовые деревья с разным периодом цветения. Когда отцвел абрикос, у меня пошла цвести яблоня. Соответственно, я принял решение абрикос не обрабатывать. Но вот смотрите, в каком он состоянии. Манилиоза, тли нету. Ну вот волочная вишня тоже, не поверите, ни разу не была обработана в этом году. Причину я объясню, так как она тоже рано начинает цвести. Сейчас ее обрабатывать, конечно, нет резона, потому что уже плоды поспевают. Ну, недели через 1,5, может даже раньше, уже вишня будет готова. Но вот смородина, я ее 2 раза обрабатывал, но, к сожалению, так и не избавился от заболеваний, которые мы сегодня должны будем убрать. Ну вот на яблонях клоновидных ничего такого нету. Вот здесь немножечко есть. Сверху совсем немножко. Ну вот на верхушечной почке клоновидной яблони тоже состояние неудовлетворительное немножко. Но вот эту карельковую яблоню, конечно же, придется хорошенько обработать. Смотрите сами. Вот как раз мы испытаем вот этот препарат Valium Flexi в действии со Скором, в том числе и на карельковой яблоне. Видите? Ну, вишня тоже, в принципе, себя неплохо чувствует. Но вот эта карельковая яблоня, конечно, ждет нашей обработки, видите? Итак, я переоделся, как говорят, готов к труду обороне за наш будущий урожай. Солнце зашло, вот видите. Ветра нет совершенно. Погода идеальнейшая для обработки сада. Итак, вскрываем Дискор. Вот 2 мл.
Это на 10 литров развести. Теперь выливаем флекси. Вскрываем. Пять миллилитров на 10 литров воды. Ну вот 10 литров у нас ушло. Мы обработали несколько плодовых деревьев, включая, конечно, клоновидные яблони. Сейчас продолжим обработку. Итак, разводим еще один дискор. Ну а теперь то, что у нас осталось от 10 миллилитров.
Вот я закончил обработку сада от тли, а также других вредителей и насекомых. Было обработано примерно 40% плодовых деревьев в моем саду, ушло у меня 20 литров. Привет, с вами снова Ренат. Сегодня уже 29 мая. Прошло около 15 часов с момента обработки нашего сада инсектицидом William Flexi, а также фунгицидом Skor. И сейчас мы посмотрим на результаты нашей работы и, соответственно, осталась ли тля на деревьях. Итак, давайте начнем смотреть результат нашей работы вот с этой карликовой яблони. Ну, как видите, абсолютно чисто. Вот тоже клоновидная яблоня, на которой вчера было немножко тли. Ну, как видите, все чисто. Вот на этой карликовой яблоне вчера было очень много тли. Видите? Давайте вот посмотрим на нее теперь. Абсолютно чисто. Я вообще не вижу ни одной тли. Совершенно. Но вот и на этой карликовой яблоне вчера тоже была немножко тля, но сейчас ее не видно. Совершенно чисто. Никаких признаков тли нету. Как вы сами могли убедиться, инсектицид, который мы вчера применяли в саду, вместе с фунгицидом Skor дал очень положительный результат, и тли сегодня не обнаружено. Таким образом, тля у нас была искоренена через 15 часов после применения. Поэтому можете смело применять смесь фунгицида и инсектицида, а это Skor и William Flexi. Результаты превосходные. Смотрим на яблоню клоновидную. Вчера мы уже на нее посмотрели. Вот сейчас еще раз хочется удостовериться в том, что препарат работает. А он работает действительно, смотрите. Ну, просто радует глаз. Ветерок такой освежающий вчера и сегодня. Поэтому я придерживаю немножко. Это вот карликовая яблоня. Смотрите, как прекрасно себя она чувствует. Как говорят, не тлинки. Ну, просто супер. Ну, давайте взглянем еще на одну карликовую яблоню. Как вы помните, 2 суток назад здесь было неимоверное количество тли. Сейчас, смотрите, какая ситуация. Но лично я совершенно не вижу никакого признака тли спустя 2 суток.
очень удовлетворен результатами обработки и результатами испытания инсектицида Valium Flexi в паре с фунгицидом Скор на наших плодовых деревьях. Тля искоренена полностью, что не может не радовать. Поэтому, вы сами, конечно, думаете, но я вам в качестве варианта избавления от тли предложил бы вот такую смесь фунгицида и инсектицида. Это Скор и Valium Flexi. Результаты вы видели сами обработки, они удовлетворительные. Около месяца мы можем не переживать о состоянии наших плодовых деревьев. Таким образом, наша двухдневная борьба с тлей подошла к концу. Растянулась она на 2 суток. Я специально показал вам с интервалом в 15 часов и 40 часов разницу между тем, что было и что стало после применения препарата инсектицида нового поколения Valium Flexi. Если вам понравилось мое видео, значит цель моя достигнута. Подписывайтесь на мой канал. Обещаю вам, в этом году вас ждет очень много интересного и полезного контента. На этом разрешите с вами попрощаться. С вами был Ренат. До новых встреч!